День добрый. У нас сегодня на обзорчике камера Samsung. Первая распаковочка. Вот ее название. XNO 6080RP. Хотим посмотреть, то есть на составляющие части камеры, внутренности. Ну и приложим к видео пару скриншотов изображения этой камеры. Как она у нас показывает. Камерка новая абсолютно. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим. Чтобы вы понимали, камера называется Samsung, но это не Samsung. Все камеры Samsung выкупила новая корейская компания, ну не новая, а старая, Hanwha. Поэтому компания называется одна, Hanwha, но подписывается Samsung, сами понимаете. Проще купить Samsung, чем Hanwha. Итак, камера в принципе упакована достаточно хорошо. Есть у нас наклеечка на объективе, то есть при транспортировке предотвращает нам царапины. Все. Что с весом? Вес, в принципе, она вся силуминовая. Вес у нее достаточно неплохой, ну грамм 750 до килограмма вес, может даже больше. Килограмма 2 где-то. Так, сейчас мы ее разберем, посмотрим, что у нас там внутри, и уже более подробно. Тут есть отдельный лючок, сейчас мы его открутим, посмотрим. Для чего он служит? Соответственно, полностью можно разобрать, сразу уже подкручивать. Так, на рынке Украины эта камера стоит порядка 20 тысяч гривен. Ну, это на наш курс на февраль 2018 года это $200 USA. В принципе, это не так уж и дорого для камер качественных, которые, $800. да, которые у нас защищены, влагозащитные, есть у них все вводы кабельные, то есть довольно-таки с виду камера качественная. Судя по надписи, питание как от блока питания 12 вольт, так и питание подпоя. Итак, смотрите, у нас при открытии камеры есть тросик, который предотвращает у нас уронить камеру при монтаже. Есть стопорное резиновое кольцо, то есть которое защищает от влаги. Это уже довольно-таки неплохо. С разъемов мы видим стандартный Ethernet Питание есть. и два контакта. Это что у нас? Внешнее питание, подключение внешнего питания плюс-минус. Это у нас выводы аудио, то есть тревожные выходы, то есть ее можно подключать к системам, там где поддерживаются тревожные выходы для вывода изображения для оператора, то есть удобное, то есть подключение. А что с верхней крышкой, посмотрим. Верхнюю крышечку так мы и не открыли. Сейчас, да. Это специальный лючок. Сейчас мы его полностью. Ну, судя по качеству, камера в принципе хорошая. Да. Пыль и влага пойдет в нее не скоро, но попадет. Ну да. Смотря в каких агрессивных условиях ее использовать. Ага, смотрите, это Что мы видим здесь? лючок у нас. Здесь мы можем подключить microSD карты. Две. USB у нас есть микроподключение. Сброс камеры и джойстик настройки. То есть, соответственно, при подключении, как мы посмотрим в комплекте, комплектация камеры у нас идет, скорее всего, да, тут есть кабелечек тестовый. То есть, соответственно, мы можем подключить даже к аналоговому монитору тестовому. Можем подключить и изображение все, то есть менюшку всю клацать уже по джойстику, который, соответственно, идет уже на корпусе камеры. И самый Очень важный удобно. атрибут крепления для стенки. Да, атрибут крепления для стеночки, это тоже немаловажно для крепления камер. Так-то удобно. Сначала мы подцепили ответную часть, потом монтируем всю камеру. Ну что, скажем, по самой камере сейчас пока замечаний нет. Сейчас попробуем ее вскрыть, посмотреть, то есть изнутри. Ну, козырек, скажем так, пластиковый, а не алюминиевый. Да, козырек, ну это не столь как бы важно. Итак,
у нас тут идет Два крестовых саморезика. Берем отверточку. Сейчас мы посмотрим, что под этими саморезиками. Так, извиняемся за запиночку. Это такое. Вот он, наши отверточки. Сейчас мы посмотрим. Ну, камера, честно конечно, говоря, скручена. не сильно хорошие Маленький. винтики для настройки такой камеры, где Да. на стене высоко или далеко. Винтики очень маленькие, то есть если камеру, то есть зимой цеплять, вы сами понимаете, кто занимается монтажными работами, то есть как это все делать на высоте. Ну, что я вам скажу, просто так ее еще и не вскрыть. Угу. То есть она просто открывается, они прокручиваются на... Есть уплотнительные кольца, она просто... Итак, мы видим внутренности камеры, обогрев камеры, то есть соответственно внутри уже даже есть, смотрите, установлен кулер, то есть охлаждение камеры, не только обогрев, а охлаждение присутствует. Настроек фокуса расстояния нет. Ну, нам заявляют, что это автофокусировка присутствует каким-то роботизированным устройством. Но это мы сейчас чуть позже проверим. Приложим фотографии с изображения камеры и посмотрим. Ну, в общем, такое исполнение подразумевает точную настройку камеры только в офисе или в кабинете. Где-нибудь на улице вы особо так не откроете эту камеру. Попадание влаги вовнутрь, да, и это, то есть запотевание стекла будет. Это надо время, чтобы она потом отпотела, то есть прогрелась Что камера. мы еще видим здесь? Ну, подсветка обычная 4 светодиода. Опять же, нагрев посмотрели, подсказали. Ну, посмотрим. Так, Всё. ну на этом все. Начинаем смотреть ее мозги. Итак, сейчас мы залезли в мозги нашей камеры Samsung или Hwangho. IP-шник по умолчанию 1.100, 192.168.1.100. В итоге мы наблюдаем такую картину. Для начала нужно выставить пароль. Говорю сразу, пароль нужно ставить не стандартный, не повторяющийся цифры 1, 2, 3 и не буквы QWERTY. Да. Есть подсказочка ниже. Да, там все написано, правда, на английском. Указано все. Вот, поэтому мы ставим пароль, который мы вам, естественно, не скажем. Это новый квест при установке камеры настройки. Все, Apple нас пустила. Итак, запустили Значит, камеру. запустили, сделали экстремальные условия для камеры, засветка задняя с окна, небольшие сумерки и настроечная таблица Сивцова, Сивова, не знаю как. Можно даже солнце Так, добавить. значит, предупреждаем сразу, эта камера видит не супер онлайн. Как вы видите, наш инженер немножко подтормаживает. Наши производители заявляют, что эта камера в принципе имеет автофокусировку, которую мы сейчас на камере это и рассмотрим. Так. Заходим в настройки. Что мы видим? Ну, сами понимаете, все наши стандартные настроечки, как в любой камере Axis, Hikvision, Huawei и тому подобное. Нас интересует здесь что? Видео, аудио, фокус, сетап. Значит, тут настройка тоже интуитивно понятна. Вот мы видим приближение к человеку, отдаление, так называемой горы. Ага. Вот мы можем ее отдалить. То есть у нас изначально камера на заводских настройках была приближенная. Ага. И в общем, как вы видите, на каждое приближение мы потом можем включить режим автофокуса. Собственно говоря, это нам помогло добиться того, что эту камеру, когда мы будем вешать на какой-то объект, мы ее просто вешаем, направляем, а уже автофокусировку мы делаем в автоматическом режиме через браузер. Так, все остальные настройки, в принципе, сейчас посмотрим. Ну, как вы видите, настроек здесь минимум, поэтому сказать, что эта камера какая-то сильно очень крутая по настройкам, я, в принципе, не могу. Зайдем еще в камеру Setup.
Ну, что я вам скажу еще? Подтупливает эта камера. Так, что мы здесь можем настроить? Ну, всевозможные балансы. Опять же, задние подсветки, которые у нас. Давайте для интереса включим. ОПДР. Ага, вот, пожалуйста. Вот у нас пошла отстройка от заднего освещения. Ну, кроме того, режим день-ночь, это сейчас тоже никого не удивить. Режим субтитров, который можем написать любой логотип поставить или название камеры. Ну, что мы вам скажем? Ну, настройки простейшие, базовые для обычной системы видеонаблюдения с более-менее солидными требованиями. Ну, также здесь есть настройки сети, настройки событий для наших тревожных режимов, которые мы вам показывали. Есть какая-то аналитика, но это тоже есть камера, хотя не видел таких людей. Это если подключать у нас тревожные выходы, то есть какое-то сопряжение с системой, с какой-то охранной системой, это все уже, да, удобно. Если просто строить видеообъект наблюдения, то эти все функции просто-напросто не используются. Да, если у вас есть одна камера, вставляете туда флешку, вы, конечно, можете там организовать какую-то свою маленькую систему видеонаблюдения с всевозможными датчиками, триггерами и тому подобное. Ну, на этом все. По самой настройке камеры, вот, пожалуйста, камера у нас, как видите, настоящая. Поддерживает перезагрузку, перепрошивку. Также есть здесь настройка ПТЗ. Не знаю, в этой камере она будет работать или нет. Я думаю, нет. Это преднастройки. Вот. В общем, вот такие у нее мозги. Скажем так, тупенько, простенько, но для любой системы видеонаблюдения этого хватит. Да, достаточно. То есть для этого есть у нас вот такой. В общем, наш вердикт, аппарат. как бы эта камера в принципе может работать везде хорошо, нормально, кроме быстро движущихся целей или объектов. Вот. Ну, тут уже нужно использовать камеры более профессиональные. Работа ночью, работа задней подсветкой, которую мы сегодня проверили, показали, в принципе, работать будет хорошо. На этом всё.